Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Ну, судя по тому, что увидели уже на поболтушках, и сейчас вы понимаете, о чем будет речь, но тем не менее, это не избавит вас от крупного плана, вы сейчас пойдете посмотрите все более подробно. То, чего вы не увидите на крупном плане, это как станки, ручки сопрягаются с китайскими ручками, подставками от Яки, потому что та моя любимица, которая вот сегодня будет на обзоре, она в китайскую подставку, так же, как и во все другие, не лезет. Причина простая. Ее максимальный диаметр внизу 14,3 мм. Несмотря на то, что у Яков идет в плюс по-нормальному, как должно было быть и у нас, собственно. Тут 14,1, по-моему. Вот те две десятки, зараза, и не дают войти. Поэтому за подставки более подробно я расскажу в следующий раз. Ну а сейчас вы на крупный план смотрите на то, что будет, а я начинаю подготовку. Догоняйте. Герой нашего обзора сегодня будет 0,9 голова. Поставляется точно в такой же коробочке, при условии, если вы ее берете с базовой ручкой. В таких коробках мы поставляем как фулл-сеты, так и отдельно станки с базовой ручкой в той комплектации, которая вот здесь вот обозначена. С левой стороны на этикетке написано «Старт», сделано в России, 0,9 ГАП, сатин, финиш. Все это запаяно в целлофановую такую термоусадочную пленочку. Чтобы добраться до нашего предмета вожделения, пленочку-то надо снять. Она выполняет и контроль первого вскрытия, и за одним уберегает коробку от лишних посторонних воздействий. Так выглядит коробка с нашим магнитом. С торца написано Home Like. Открываем. Вот он, предмет. Паспорт. Заострять внимание не буду, вы все его уже видели, знаете. Внутри коробки ненужное заблокировано, в нужном лежит то, что вы взяли. Вот он, наш красавец. Рассмотрим его подробно. Итак, перед нами станок «Старт» с 0,9 ГАПом. Сделан из 304 нержавеющей стали. Выпускается в двух вариантах финиша. Перед вами сейчас комбо. Почему комбо? Потому что часть станка запескоструена мелким кварцевым ювелирным песком, в данном случае середина ручки и нижняя плита. Но плюс ко всему еще есть и вариант полиш, которого у меня, к сожалению, нет, но зато я могу показать прототип, который ничем не запескоструен, а просто загалтован. У станка наиболее распространенная резьба для станков подобного типа М8 шагом 0,5. Итак, разберем подробно этот станок. Станок трехсоставной, ручка по образу и подобию от компании Мюле. Чертежи сделал дядя Федор, за что ему огромное спасибо. Несмотря на ее маленькие размеры и неказистость, благодаря тому, что здесь пескоструйка, очень удобно и цепко держится в руке. Плюс ко всему сама ручка очень хорошо балансирует станок, благодаря его тяжести. Вот тут наверняка где-то вы уже тактико-технически видели. Не надо давить, просто с такой ручкой держишь, он спокойно идет под своим весом, кому это надо. Нижняя плита, она отпескоструена, в отличие от ручки. На ручке только середина, видите? На нижней части плиты мы видим название «Старт», ГАП 09, серийный номер, Home Like и сделано в России. Два пина от тока. Легкие выступы, которые увеличивают площадь соприкосновения с кожей, чтобы просто было держать ее удобнее. Верхняя часть не несет на себе никакой информации, просто пескоструй и два выступа для фиксации лезвий. Нижняя крышка сделана точно так же, как и весь станок из 304 нержавеющей стали. Внизу не обрабатывается и не будет обрабатываться никогда, потому что здесь это не нужно. А верхняя часть, та самая галтовка, про которую мы говорили, которая вызвала очень много споров и разных мнений на BB-Shave в соответствующей теме от Уробороса. Ну вот первый станок, видите, я, ребята, распечатал, и можно на это посмотреть. Повторюсь, это не полировка. Это галтовка. Благодаря тому, что вот мы сейчас вот это вот сделали, во-первых, мы сократили стоимость станка, а во-вторых, даже если человек хочет себе, ну, скажем так, зеркало, сейчас мы ему половину, 3/4, 4/5 работы сделали. Ему навести здесь зеркало, это буквально работа 15-20 минут, потому что основная масса металла уже снята. Итак, это вариант комбо. Вариант полиш. Здесь все то же самое, один в один, за исключением того, что нижняя плита у нас идет не полированная. Так, это, ребята, у нас вот так вот. Это еще старая версия, поэтому приходится так снимать. Но на скорость это не влияет, бреет он нормально. Это экспериментально. Просто
без покрытия, нижняя плита, все остальное точно такое же. Чем же мы побреемся? Я думаю, что на открытую мы поставим, скорее всего, астрочку. Почему-то мне так хочется. Помните, как я сейчас открывал вот этот причмок? Вот, так открывается нормально, а вытаскивать приходится пальцем поджимать. Это именно благодаря тому, что ребята сделали калибр на производстве вот под это место. Сейчас во всех партиях верхняя плита и нижняя закрываются как швейцарские часы, и проблем здесь никаких нет. Вот обратите внимание на ход верхней плиты и нижней плиты. Видите? А так? Вот так, может быть, чтобы вам видно было. Вот это и дала точность обработки. Итак, зеленая астра на открытый. И да, конечно же, благодаря тому, что резьба стандартная, эксперименталка, видите, без обозначений, без всего, здесь можно ставить любую ручку. Я уже говорил не раз, не два и не три, повторюсь, на именно 0,9 Open Comp ручка кардан в моем понимании приобретает некое такое свое сакральное значение и просто смотрится фантасмагорически. Вот в данном конкретном случае я просто не могу не налюбоваться на этот станок. Ну посмотрите, какой он прям вообще. Ну просто шо Хиросима, ё-моё. Ребята в комментариях писали, да, там ручка неровно встала, там грани не то все. Ребят, как вы это заметили? Я даже не думал об этом, просто вот накрутил и пошел бриться и голову не напрягаю. Но в любом случае вам, конечно же, виднее. Я думаю, что и так, в принципе, бреет нормально. Голова стоит, вернее, лезвие. Кстати, обратите внимание, в первой партии еще было без галтовки. Просто как из-под станка вышло, так из-под станка и вышло. Ну и давайте, наверное, на вторую закрытую голову поставим спутник. Я помню, что это 0,9, я помню, что нужно ставить мягкие лезвия, но вот спутник мне почему-то кажется, что должен быть деликатным. Да, это не мягкое, но это остро мягкое. Очень хочу, чтобы я не ошибся, потому что если насчет астры я уже как бы уверен, то вот со спутником я еще ни разу не пробовал. Это эксперимент просто в качестве, ну, скажем так, получения дополнительной информации, что ли, как-то вот так. Лезвие одевается. Не шелохнется. Только хотел сказать ни звука, ни пуку, а потом вспомнил, что иностранцы вспомнят. Интересно, как это Google бы перевел. Ну ладно, не суть. Все ровненько, все хорошо. Именно этими двумя орлами будем бриться, но я не могу удержаться, чтобы не показать вам все остальные ручки с 0,9, как это будет смотреться. Кардан на открытый гребень я уже как бы одел, а это с цирконом. Так. А это открытый гребень с булавой. А это вообще, наверное, дикий сон перфекциониста. Черная ручка, сатинированная нижняя плита и совершенно ничем не покрытая, просто галтовка верхняя. Не пойму, то ли мне это нравится, то ли это смерть перфекциониста, вот как это вот озвучить. Ну да, это, конечно, алюминиевая ручка циркон. Ну и сармат на открытом гребне. Тот, конечно, побрутальнее, что говорить. И, кстати, это последние ручки с такой насечкой. Потом будем думать, какие другие ставить. Так, все, вертаем взад. Хотя, что вертаем взад? Вот
Наверное, вот на это и побреюсь, на мечте перфекциониста. Ну а здесь нет, ребята, здесь нет, здесь аккорданчик хочу. Прям люблю, да не могу. Вот так вот. О, ну вот садила. Вот так и будем бриться. Кстати, отдельный респект хотел бы сказать ребятам, которые отозвались и уже отыграли тему старта. Вячеслав Плаксий с Украины. Вот смотрите, даже вот так вот сделал. Тут всякие буденовские дела. Это, знаете, прям под старину. Типа там 30-е, 20-е годы прошлого столетия. Прям, ну, красавчик. За что ему огромное спасибо хочу сказать. И старт, конечно, здесь как родной. Тырц. Ну, да он везде как родной, под лицу, все к лицу, что ли. А, это пока рано. Так. Ну все, мыло. Мыло сегодня будет спикмен, актив. Вот не фарфор я, ребята, по-немецки. Вот тут как хотите, так и переведите. Мыло спик. Для мужиков, для бритья. Да кто его не знает? Так это Вася, Тиндрин. Да все его знают, господи. Это старое, доброе, проверенное. Про него вот так. Да, вот даже ингредиенты, смотрите, вот все нарисовано. Но не суть, я постараюсь где-нибудь найти в интернете ингредиенты, и вам сейчас все это тут вот как-нибудь высвечу, потому что, ну тут сами видите, да, фиг прочитаешь. Дата изготовления, баночка такая пластиковая, удобная, интересная. Сразу не откроешь, надо все-таки искать, где у нас тут лента присобачена. Нашел. Снимаем ленту. Ох, какая. Ну и по факту это получается плюс ко всему еще и контроль первого вскрытия. Со штрих-кодом, со всеми пирогами. Так, убираем в сторонку. Мне эта пластиковая баночка нравится. Удобная, хорошая. Ребята, мыло пахнет. Это свежесть. Это какая-то, я не знаю, немецкая пунктуальность, что-то вот такое вот здесь есть. Мыло сидит неплотно, при желании его, наверное, все-таки можете вытащить. Талбетку, как это правильно сказать, опачки. И судя по тому, как оно срезалось, оно не очень-то и твердое. То есть с набором вам заморачиваться не придется, не надо будет его замачивать там на 3-5 минут, а просто взяли, так намочили и в путь. Вот сейчас и узнаем, как оно бреет. А по мазкам у нас сегодня будет новинка от Яки. А вот угадайте, где новинка? Правильно. Это старый помазок. Старый, который уже был на обзоре, который мне так понравился. Вот синтетика, которую я просто решил оставить на канале. Ну и каково же было мое удивление, когда я совсем недавно на распаковке открыл еще один от Яков, примерно такой же формы. Но плюс ко всему еще был и отдельный вот такой вот узелок. Ну, согласитесь, да? Узнаю брата Коля. Это практически тот же самый. Да, по мягкости они одинаковые совершенно. К чему пришли Яки? Они дают нам возможность, имея одну ручку, менять узлы. Потому что в данном случае у нас был синтетик, а это у нас барсучок. Тактико-технические данные по Москве сейчас вы видите наверняка здесь где-то на экране, но хочу вам сказать, что вот этот товарищ от этого товарища отличается всего лишь весом. Потому что если, допустим, старичок вот этот вот, который с синтетиком весит 92 грамма, то этот новичок 87. Почему он легче? Не знаю, ребята, не знаю. Ну вот так вот получается. А все остальное то же самое, один в один. Вот сегодня этим ребятам, этим товарищам и побреемся. А на финише, ребята, русская душа попросила что-то такое, знаете. В прошлый раз меня обломались поорать, но думаю, что в этот-то раз, учитывая, что стоять будет средняя агрессивная голова 0.9 и Open Comp и Closet Comp, ну, без поорать никак не обойдется, тем более, что решил все это спровоцировать, взяв одеколон королевский шипр. Так что, думаю, сегодня я все свои хочухи закрою, пару как надо. Ну, а королевский шипр, ну, да знаете вы его все. А кто еще не знает, ребята, я вам таки скажу, что шипр и королевский шипр — это два разных флакона. Это не надо путать. Королевский шипр — это гораздо интересней. Проходила информация, что он поставляется еще и в другой таре. И та другая тара, которая не такая, как эта тара, он там маленечко другой по запаху. Я сам с этим не сталкивался, лишь говорю о том, что говорят подписчики. Так что на всякий случай имейте в виду. Итак, шипр, королевский, новая заря, Браккарт, 1864
Год от Рождества Христова. Это сколько будет по нашему, по русскому календарю? 7 тысяч или 8 тысяч какой год? Ну, не суть, не переведу. Вот, все, пошли бриться. Пик мыло. Очень приятный запах. Очень приятный. Он какой-то мыльно-пузырный. Мыльно-пузырный с какими-то проблесками такого, знаете, легкого цитруса, что ли, или еще что-то. Я бы сказал, свежий запах. Свежий и чертовски приятный. Поэтому чуть-чуть добавлю капельку водички, поколтыхаю нанесу на лицо. Хотя, что я, господи, у меня же эта толбетка выходит. Вот так. Один раз провел, убрал у баночку. Это и послужит у нас пришейвом. А пока пошли посмотрим, как новый помазок Пено будет добывать. Пошли. Я решил начать с барсучка. Он уже промыт, высушен. Просто так его намочу. Просто так уберу лишнюю влагу и загрузим. А потом пойдем на лицо. Таблетка с непривычки еще крутится. Но я думаю, после первого же бритья та влага, которая туда попадет, она прилепит эту таблетку. Так, сейчас чувствую, что не до конца закрутил. Вот сейчас до конца закручу. Все, вопрос решен. Законные 50 раз я прошел. Думаю, вот этого для бритья нам будет достаточно. Пошли наводить пену. Ну, компресс, я считаю, что просто символический был в этот раз. Просто лицо, чтобы намочить. Я долго не высиживался. Ну, лето, зачем? Опс, мама дорогая. Ребята, узел хороший. Как у взрослого. Я думаю, не только я, многие из вас по мазке, о станке уже буквально с первых движений могут что-то сказать, как оно и что будет. Но вот за этот помазок я уже понял, эта вещь. Ну, в смысле как? Он не лучше и не хуже всего того, что было у Яков. Может быть, чуточку, чуть-чуть поупружий, потому что он хуже идет в раскоряку. Возможно, это из-за того, что он просто еще новый. И смотрите. Смотрите, какие корки у нас пик мочат. Ну, вместе с помазком, конечно. Лямур тужур. Первый на сцену у нас выйдет Open Comp. Люблю его чертяку. Как он смотрит, так брутал сосун, прям вообще не знаю, что это значит, но звучит. Да он и смотрится, так что тут, знаете, тут не перехвалишь. Вот есть люди, которые его категорически не понимают. А есть люди, которые увидели сразу, о, оно. Те, которые не понимают, будут говорить, Иванов, да какой-то кардан, это же коленвал, там, да, он больше на него похож. Да, ребят, спорить не буду. Но тем не менее, кардан к нему прилепилась сразу, опять же, с вашей подачи, кто-то первый из вас его назвал. И вот, кстати, ребята, откликнитесь, кто назвал? Если вот сейчас вот найдется этот человек, вот со спокойной совестью просто возьму и отправлю ему этот станок, чтобы, творческое начало же надо как-то стимулировать. Вот такая вот у него ручка и будет. Ну все, поехали. Open Comp. Так. Ну так интересно. Астра здесь к селу. Кто-то скажет, что там Иванов пытается себя изобразить. Ребята, я начитался. Ну,
Не часто я это делаю, но когда вот что-то интересное с моей точки зрения попадается, я просто это впитываю моментально, как губка. Так вот, совсем недавно Александр Тернавский мне сбросил ссылку на один из своих трудов. Кто не знает, Александр Тернавский — это человек, который очень хорошо разбирается в бритье. Это еще один кладезь, энциклопедия ходячая по бритью. Он не просто любит бриться, он фанат, он этим живет. Так вот, там в этой статейке был один интересный способ описан, как бриться. И вот сейчас я пытаюсь это изобразить, не знаю, что это из этого выйдет. И не совсем это верно, потому что здесь-то бандура там, под 100 грамм, да, а там у него описывается все это с легкими бакелитовыми станочками. Там вес 10, 15, 20, 25 грамм. И обязательно локоточек надо прижимать. Ну попробую хотя бы, что, мальчик часть взрослый, там рука-то не отвалится. Псинкой помазок попахивает. Ничего критичного. Эстетом на заметку. Да, такое будет. Или сами уберете, специальный шампунь возьмете, или просто подождете, пока он сам уйдет. Но критичного ничего совершенно. Кто-то из вас может сказать: Иванов, что ты, блин, как этим, брился и брился. Ну да, может быть. Но, ребята, фишка в том, что, как утверждает Александр Тернавский, бреясь вот таким способом, даже те лезвия, которые раньше у вас не играли, которые зарывались в вашей щетине, они начинают играть. И не только вырастает производительность, но и то лезвие, которое ходило, там, допустим, 5 раз у вас, да, оно может вымахать там чуть ли там не до заоблачных. То есть лезвие дольше ходит, реально. Ну вот, хочу проверить. Тем более, ни вам, ни мне это ничего не стоит. Что, вы просто смотрите, а я просто машу по-другому. Вполне вероятно, что я неправильно машу. Может быть, может быть. Но если кто-то из вас владеет этим способом и знает, как правильно, ребят, поправьте. Так, ага, пару козак уже словил. Так. Ну вот, пожалуй, что и все. Все, все. Ну, теперь спокойно переходим на Close Comp. Так, омоложу маленько. Ну, а тут я, наверное, по-старому, по-доброму попробую. Потому что, ну, как бы, вот, да? Ну, с другой стороны, ну, 0,9 не самый удачный для меня выбор. Я среднеагрессивно никогда не любил. Тут вынужден, не вынужден, я просто ее показываю. Так бы я в жизнь бы такими не брился. Для меня это R89, ну, в первую очередь. Ну, а тут вот, так что это самое маленькое, чем я мог отделаться.
Сейчас бреюсь этим станком по-нормальному, по-старому, как и раньше брился. Мне даже мысль такая в голову пришла, что вполне вероятно, это я нафигачил вот этими. Надо просто привыкать. Ну уж тем более не теми плитами, которые тебе противопоказаны. Ну, я так считаю, что для меня средняя агрессивность не самый лучший выбор. Ну что, зато попробовал. Так, второй проход. Тот шикарный, обалденный запах мыла, который чувствуется прямо из коробки, по мозгам перешибается полностью. Здесь не стопроцентная шинель, а знаете, вот как будто солдат тут прошел минут 15 назад в закрытом помещении, и чуть-чуть все-таки что-то осталось. Или нет, не так. В этом помещении на утреннем построении стоял взвод или рота, а потом они ушли, и вот этот запах остался. Так. Что это я сделал? Здесь так надо было, запутался. Ну ладно. Уже на втором проходе перешел на бритье от верхней плиты. И мне кажется, правильно сделал. Чуть-чуть водички. Но все-таки мыло проседает. Проседает, ребята. Ну, в смысле как? Оно не проседает, оно нормально, хорошее. Но если его лоб сравнивать, допустим, с Александром, Солполит, вот это я имел в виду. Не намного, но все же, на мой взгляд, все-таки уступает. По плотности. По скольжению мыло Александра мне понравилось больше. Реально больше. Ну вот, уважаемые дамы и господа, я вам опять дал пищу для ума, для размышлений, кому-то повод посмеяться, а кому-то задуматься. Потому что, попробовав новый способ, я схлопотал то, что схлопотал. Но кто думает, что это меня остановит, нет, ошибаетесь. Я буду пробовать дальше, но гораздо более комплементарным станком для меня, нежели с этим. И в то же самое время старым способом, закрытой головой, посмотрите, что у меня получилось. То есть урок для самого себя. Если начинаешь что-то новое, начинай с тем станком, который тебе ближе, который тебе нравится, а не который тебе очень так строго. Ну а во-вторых, хорошо побрился, только и всего. Ну все, компресс и автошейв. Какой? Стоп. Помазок. Мыла достаточно еще для того, чтобы побриться, но нет той пены, которая, скажем так, я его, наверное, скорее всего, водой разбулыжил. Зря я последний раз мочил, надо было попытаться как-то на тормозах все спустить, а я вот воды добавил. Но все равно, на мой взгляд, запаховая составляющая потерялась очень сильно. Ну все, компресс.
Хорошо. Хорошо и чистенько. Ну вот. Каких-то очевидных таких плям, помните, как вот там тогда на 1.18 я себе вот это вот забабашил, я здесь не вижу. Да, пара кровяных дел была, но я все это списываю на то, что среднеагрессивный голов не мое, ребят. Просто реально не мое. Да, я могу ими бриться, но это не то, от чего я получаю кайф. Мягкие и агрессивные, да, это мое. Но вот среднеагрессивные, скажем так, не мой цимус. Но это не повод их игнорировать, манкировать ими и как-то про них просто забыть. Я вот, например, точно так же не понимаю открытых плит. Кто-то говорит, что если ты возьмешь, допустим, закрытую плиту от одного определенного станка и точно такую же плиту, но открытую, то он должен быть агрессивнее, открытый вариант. Потому что там то-то, то-то открыто, это то-то, там, то-то там. Все, теорию я понимаю, ребят, да, должен он быть, но я этого не вижу, я этого не чувствую на своей шкуре. Открытые станки для меня отличаются от закрытых только тем, что в них больше чего-то брутального, больше чего-то мужского начала какого-то. Он смотрится так, знаете, так, вот так что-то. Но бритье для меня это практически одно и то же. Тем более я не понимаю станков, у которых одна сторона закрытая, другая открытая. Но нафига казик-баян? Вот это вот путаница все время во время бритья. Но это лишь мое мнение. Есть люди, которые это понимают, которые это ценят. Поэтому вот как-то так. Я, похоже, за что боролся, на то и напоролся. Сегодня я, благодаря своему выбору, поору-то как надо. Потому что кровищу вы сами все видели. И как бы одеколон. Одеколон это шипр королевский. Это, сколько там? 70 градусов, да? Сейчас тут где-то есть сколько градусов. Стоп, назад маленько. Вот так. Да и ни один здравый человек не наливает лужу с одеколона. Это, во-первых, запах, во-вторых, а что-то захотелось. Вот знаете, вот душа попросила. Так и сделаем. Мать честная, блин. Как же мне этого не хватало в прошлый раз. Ух, хорошо-то как. Нет, парни, вы не спешите выключать там, садомада. Нет. Я не знаю почему, но вот поорать во время бритья почему-то по кайфу. Вот хорошо. Я сейчас такое тепло, знаете. С чем сравнить? Вот смотрите, у вас сегодня шашлыкинг. Вы приходите, все, кто что-то там где-то вот готовитесь, и пока там шурум-бурум, там пока жены в сторону, так мужики собрались, и так по писярику, и до шашлычка. И вот там за беседой пока, и ты чувствуешь, как вот это тепло пошло. Вот так вот сейчас вот у меня все вот это идет. Да, я бы не сказал, что он шибко крепкий-то. Да, одеколон, но кайф он дает больше, чем вот это вот какого-то дискомфорта. Но опять же, не каждый себе это может позволить. Если, допустим, у человека чувствительная кожа, то я бы это не советовал категорически. Я могу повыделываться, у меня комбинированная. Она нормальная, комбинированная с жирной. То есть вот. Поэтому как бы вот как есть. А у кого сухая или чувствительная кожа, ребят, не надо искушать. Это как бы, та такой получите, и будет вавка. И что вы потом куда ломиться будете, скажет, вон Иванов показал. Думайте. Шипр королевский, уж сколько я за него пел дифирамбов, уж сколько было говорено, переговорено, и в который раз хочу я сказать очень хорошему человеку, который на связь не выходит, Андрею Карасеву, спасибо за этот маленький фунт-вырик. От всей души надеюсь, что это еще не пропало с продажи, что и все это еще есть. Но вещь. Мыло. Так, стопэ. Кто не знает спить, да все его знают. Точно так же, как все знают табак, знают про разы, ли, да и много чего другого все знают. Это на слуху, на виду, и каждый, кто захочет, всегда сможет найти такое и купить себе. Я знаю, что не раз и не два люди отзывались на канале хорошо за это мыло, и было уже подобное что-то, по-моему, то ли стик, то ли еще что-то на канале, и люди выходили и говорили, ты что, вещь,
вещь классная, мне нравится. Я все это понимаю. Но, ребят, вот, скажем так, ну что-то как-то вот, ну на 4, если вот все. И сказать-то ему особо такого нечего. Ну и знаете, за струну нигде не зацепило, там и не сидит там Орфей там по своей этой фигне там не бабашит, а тут птички не летают или летают. Ну, вам виднее. Короче, не зацепило, не зацепило. Хотя, по большому счету, тут сильно-то придраться и не к чему. То есть, скольжение пены нормальная. Плотность пены, если регулировать и не выделываться, как я вот на последнем проходе, что воды там перебузовал, тоже нормально. По скольжению, да, есть. Пускай не самое лучшее на свете, но оно есть. Есть. Вполне себе. Внешний вид, опять же. Опять же, немцы, немецкое качество. А что нет-то? Все нормально, все хорошо. Но вот что-то как-то песня не сложилась. То ли это не моя песня, то ли это вообще не песня. Но я склоняюсь все-таки к тому, что это не моя песня. А петь чужую песню язык сломаешь, сами знаете. Поэтому лучше петь «Черная вара». Вот там ты как да, развернешься, да? Или там «Ойся, ты, ойся, ты, у тебя фух» и все. И тебе не надо рассказывать хорошая, плохая. Тебя уже прет. Ну а вот как-то «Нах, тиндариндам, фидер». Ну, что-то вот как-то не поется. Вот. Ну, мыло хорошее, но не для меня. Но ругать я его все равно не буду, потому что есть люди, которым это нравится. Вот просто мне не зашло. Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Так, чуть-чуть почистился, не обращайте внимания. По-морски не открываются. Яки меня пугают и радуют. Пугают тем, что... Чем радует? Опять они взялись за наращивание ассортимента. Помните, как год-полтора-два назад они просто бомбили своим ассортиментом, бум-бум-бум-бум-бум, геометрической прогрессии, вот нате вам это, нате вам то, нате вам это, нате так, и вот так, и вот так, короче, завалили реально. А потом затишье, потом тишина, чего-то они достигли. То ли они фигню какую задумали, как сейчас понятно, что задумали, то ли еще что-то. Но сейчас я вижу то же самое увеличение ассортимента, которое было год-полтора-два назад на их взлете. Это значит, люди не успокоились, это значит, они идут, и это значит, нас ждет много сюрпризов. Потому что ценовая политика компании сильно-то не изменилась. Да, это стало несколько дороже, чем это было на самом начале, но тем не менее цена вполне себе приемлемая. Кстати, соотношение цена-качество тоже неплохое. Благодаря вашей подаче разговаривал я с яками, забросил им удочку там на предмет того, чтобы они изготавливали вот то-то, то-то, о чем вы говорили. Вот кто знает, то понятно. Ладно, не буду темнить, за пластиковые чаши. Думают, пока мне еще ничего не ответили, но те косорезы, которые они уже начали выпускать, те помазки новые, которые они уже начали делать, тем более разборные, это уже хорошо, это уже здорово. За маркировку голов я им тоже сказал. Сделают ли они из этого какие-то выводы, я не знаю. Но время покажет. Конкретно за этот помазок хочу сказать, если он сейчас есть в продаже, сейчас вы где-то здесь увидите эту штуку, если нет, ребята, это годная, хорошая штука, ничем не отличается по своим ТТХ от неразборного товарища, будет отличаться лишь тем, что на 5 грамм дешевле, легче. И плюс ко всему у вас будет возможность менять узлы на полюбившуюся вам ручку, вот и все. А во всем остальном это то же самое, только профиль. Вот и все. Хорошая штука. Понравилась. Подставки. Это отдельно. 0,9 голова. Трудно рассказывать о том, чего не по кайфу. Но рассказывать-то надо. Ребята, 0,9 голова. Есть целая когорта поклонников станков средней агрессивности. Есть люди, которые все это понимают, ценят, уважают и бреются только ими. Ребята, от всей души старался, чтобы 0,9 голова попала именно в эту нишу. Очень часто можно было слышать, что вот гребенка там вот агрессивная, там вот это, ну ой, там гребенка, все, оттас, туши свет, сейчас тут И каждый раз все заканчивалось тривиально, печально и грустно. Какую бы ты гребенку ни взял там от Меркура или еще от кого-то, когда начинаешь ей бриться, то обыкновенно мягкий станок, не агрессивнее, чем все остальное. Где? Те самые агрессивные гребенки, я не знаю. Так ко мне ни одна и не попала. Но за исключением, по-моему, если мне память не изменяет, что-то там с желе там было. Вот старое, доброе, там вот что-то, ну там да, там было. Ну вот именно поэтому на 0,9 и поставил гребень. Но это в этом случае.
Когда же старт будет полностью весь переработан, будет сделана укороченная версия, уже даже название рабочее есть, но пока не буду говорить, чтобы не сгладить. Вот там тогда постараемся в той череде гапов, которая будет, это 0,8, 1,1 и 1,3. Гребенку поставить на 1,1, но возможно на 1,3. Я хочу на 1,1, но тот человек, который за это пытал, говорит: Вадим, ну блин, ну давай на 1,3, а? Поэтому я тут еще вот... А давайте, знаете, что я голосовалку прикручу. Новый старт, длина головы 41 мм. Будет маневренный, юркий, шутки, тоненький, манюсенький. Вот, короче, как вы хотите. Сейчас пока идея. Поставить гребенку с разным гапом 0,8, 1,1, 1,3, чтобы он этот старт дополнял. Так вот, на что, братцы мои, поставить гребень? На 1,1 или на 1,3? С вашей точки зрения. Вот здесь вот в этой голосовалке, пожалуйста, и отзовитесь. Ну и плюс ко всему ручку. Ручку хотим поставить на нее подлиннее, чем базовая мюхля. Она 82 мм, эту хочу сделать побольше. И тоненькую, чтобы она была максимально маневренной. Какая еще не знаю. Но постараемся так, чтобы... Конечно, она будет другая, чем у этого старта. Ну вот туда это все и уйдет. Ну что, да, вроде все. Еще с одним хорошим вас днем. Пускай у вас душа не мечется, пускай у вас всегда все будет хорошо. Если и мечется, то только между хорошим и хорошим. Пускай все гадости, которые время от времени попадаются на пути нашим, чтобы уравновесить наше бытие, постараются у вас как-то проходить так незаметненько, знаете, так по теночке. Ты живи, я тут так вот прошла, и все, меня не видно. Чтобы хоть чуть-чуть мы время от времени умели отдыхать от тех забот, которые на нас валятся каждый день. Я вот сейчас поймал себя на мысли, что вам этого желаю, а сам этого не умею. Ну, может быть, когда-нибудь научусь. Короче, добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и все. Пока-пока.